Приветствую вас всех на канале Ева Оракул в пространстве гармонии, света, интуиции. И сегодня мы с вами посмотрим тему, как он видит вас, вы его глазами, что он думает о вас. Помощником у нас будет сегодня Оракул Магия сердец. Ну и, конечно же, в основном мы, конечно же, будем работать с потоком. Буду смотреть, как обычно, через ясновидение, все, что нам сегодня покажут о вас. Сегодня будет один вариант. Вы знаете, часто я делаю два варианта, но сегодня мне пришло, что нужно делать один вариант. Поэтому сделаем небольшую такую сигнификацию на вас. Посмотрим, какими вас видят сегодня карты, какими вас сегодня видят глазами высшие силы. И посмотрим в итоге через это, какими мыслями ваш мужчина сегодня просто окутан. Потому что я вижу, что как будто бы, знаете, вот есть вы, и вот ваше поле, то, как вы очаровываете, просто вот вокруг него. Знаете, вот у него как будто такое состояние. Но вот идет из потока. Давайте смотреть сначала о вас. Какая вы? Ну, я думаю, что вы на самом деле достаточно такая, знаете, роковая женщина. То есть вы никогда не страдали дефицитом внимания. То есть вы замечали, даже если, может быть, у вас, вы скажете, Ева, нет, у меня никогда не было отношений, с мужчинами всегда сложно, не складывалось. Да, может быть и так, но внимание, интерес, взгляды, как бы вот знаете, вы всегда завлекали к себе внимание, то есть вы всегда очаровывали, это однозначно. То есть вы женщина, которая приковывает к себе взгляд своей энергией, своим как бы внешним видом, своей необычностью. Вот. То есть мужчины, ну вот мужчины, они даже, понимаете, они готовы пасть перед вами на колени. Здесь эта карта немножко другом, примирении, но вот мне просто идет из потока, что мужчины готовы вам уступать, они готовы играть вам поддавки. То есть вы даже можете замечать, что очень часто у вас были отношения с мужчинами, которые немножко слабее вас, потому что на вашу энергию, на вашу вкусную энергию могут очаровываться и привлекаться очень много мужчин. И вам кажется, что каждый из них мог бы вам подойти. Но вам нужен не всякий мужчина. Вы такая женщина, которой нужен человек достаточно сильный, стабильный, готовый к развитию. То есть не просто вот мы встретились, застыли, мы продолжаем, играем эту песню балалайку постоянно. Нет, вы женщина, которой нужно развитие. Ну да, вы женщина, понимаете, вы вот мне идет прям слово роковая женщина. Вы яркая, вы интересная, вы для мужчин соблазнительная. То есть даже вы для себя, вы смотрите на себя, вы скажете, да я какая-то обычная, или там есть женщины покрасивее, есть женщины более привлекательные. Но именно в глазах мужчин ваша энергия и вы супер соблазнительны, супер женственны, супер привлекательны. Вот такая вот у нас сегодня женщина на раскладе. Пишите, если вы себя узнали, если еще одну карту мне почему-то идет любовь. Ну, вы женщина, которая, я же говорю, что вы мужчины, понимаете, они бы хотели с вами отношений, очень многие. Но или отношения, бывает, не складываются, или вы сами выбираете, вам никто не нравится. Но то, что потенциал у вас огромный в плане отношений и любви, это однозначно. Так, ну давайте смотреть, загадывайте мужчину, о котором вы сегодня хотите разузнать все его тайные секреты. Посмотрим, как он видит вас. Не просто все мужчины, а как именно этот загаданный мужчина. Может быть, это ваш муж, может быть, это мужчина, с которым у вас так еще и не состояла встреча, может быть, это какой-то ваш тайный поклонник. Давайте посмотрим. Ну, видите, опять перемешала. Выходит карта любовь, потому что это уже было начало, собственно, а про него мне так и шло. Ну, понимаете, мужчина, он, во-первых, он в вас влюблен, он видит в вас женщину, у которой, знаете, такое большое сердце, с которой хочется отношений, любви, с которой можно просто купаться в этой ее энергии. То есть он вас видит женщиной, способной на любовь, которая может дать любовь, может быть, дать эту нежность, эту, знаете, скажем так, трепетность, соединение душ. То есть вы женщина, которая умеете любить. Он вас видит именно такой, не скупой на эмоции. Вот. Вот только сказала, они видят вас не скупой на эмоции. На самом деле он вас не видит скупой на эмоции, но
но он видит, что у вас есть определенное достоинство, то есть у вас есть какие-то такие качества, что вы знаете себе цену, вы каждого к себе не поступите, как я и сказала, когда мы смотрели о вас, то есть многие мужчины могут на вас засматриваться, вы можете нравиться, но вы держите какой-то такой, знаете, вы или боитесь отношений кто-то, да, но многие кто-то из-за страхов, кто-то из-за того, что не хочет тратить свою энергию, уже знает все эти истории, не хочет тратить свою энергию попусту. Вы держите очень такую холодную для мужчин энергию. Вот. Но в то же время в его глазах это как плюс. То есть он это видит, эту вашу закрытость, немножечко отстраненность, как плюс. Его это влечет, то есть его это завораживает. Так, давайте дальше смотреть, что он еще, какая вы его глазами, какой он вас видит. Навязчивость. Ну, на самом деле, он вас видит женщиной, понимаете, с которой, вы знаете, которой просто не отлипнуть, и у него есть ощущение, что ну, как бы ему нужно навязываться, что вы как будто бы, знаете, вы как будто бы такая вот слово им идет, недотрога. То есть вы как будто бы производите впечатление, хотя вы манкая, соблазнительная, но вы производите в одно и то же время соблазняющее впечатление, а с другой стороны какой-то такой вот эта вот холодная отстраненность, что мужчина, когда к вам проявляется, он чувствует какую-то назойливость к вам. Это однозначно. То есть как бы даже вот идет эта карта навязчивость, а мне назойливость идет слово, да, то есть что он как бы вот пытается все время как бы инициировать какую-то теплоту, какое-то движение, как бы, то есть у него постоянное ощущение, что он должен вас раскачивать, да, на какие-то эмоции. Вот, то есть вы просто женщина, которая, ну, вы требовательная, скажем так, вы хотите к себе определенного отношения, вы хотите ухаживания, комплиментов, вы как бы не готовы просто, знаете, за чашечку кофе там куда-нибудь пойти и как бы вот уже все, вы как бы готовы на все согласна, открывать всю свою душу. Нет, вы будете присматриваться, и поэтому у мужчины возникает ощущение, что нужно быть немножечко навязчивым. Ну да, вот видите, то я о чем и говорю. То есть именно из-за этого чувства ему нужно как будто бы, знаете, немножко заискивать, немножко искать к вам подходы. Ему не нравится, потому что обычно в его, видимо, жизни женщины вот так вот падали, а с вами ему нужно, понимаете, образно, метафорически, но за вами нужно как бы ухлёстывать и бегать, понимаете? То есть, ну он, понимаете, он как бы, ему нравится это положение, я хочу вам сказать. То есть вы его глазами недоступная, благородная, интересная женщина, ради которой как бы стать на колени, это вообще не проблема. Ему даже это нравится, потому что не со всеми, не с каждой женщиной он готов становиться на колени в прямом и в переносном причем смысле. Где-то вот я смотрю, у кого-то это играется, что мужчина любитель перед вами на колени попадать. Или прощения попросить, или вообще какие-то у него такие вот эти сексуальные игры с вами, скажем так, вот. Дальше поехали смотреть вы его глазами. Ну, понимаете, я же говорю, что он понимает, что вы в его глазах женщина, с которой нужно по-серьезному. То есть к вам не просто, знаете, романчик, повстречались, погуляли. То есть тут как бы дело пахнет браком, тут дело пахнет ответственностью. То есть вы его глазами женщина, в которую нужно вкладываться эмоционально, финансово, да как угодно. То есть вам, понимаете, по легкости с вами не пойдет. То есть даже если вы вовлекаетесь в эту легкость, он сразу начинает чувствовать, что, ну, как бы не клеится, что как бы сразу же вот карта монашества, вот такой холод какой-то, дистанция какая-то появляется. Поэтому ему, как бы даже если, может быть, он не планировал или не хочет, но ему сразу же приходит мысль, так, нужно что-то делать серьезное, да, то есть нужно как-то и... Тут по-разному будет проигрываться, я не знаю, мы сейчас можем посмотреть, давайте спросим у карт, посмотрим, вот как его вот эта ваша серьезность, как он на нее реагирует. Давайте узнаем у карт, посмотрим. Ну, в принципе, ему, знаете, он не против. То есть, если это будет, да, и семья, и свадьба, в принципе, он не против, да. То есть, он, смотря, знаете, игра стоит свеч. То есть, если
если это действительно то, что вы хотите, то, что вам нужно, он, в принципе, вам готов это дать. Поэтому в его глазах вы женщина, которая не сдает свои позиции, которая хочет серьезных отношений, в которой нужна стабильность, которой нужна какая-то опора, которой нужен мужчина, который какой-то ей путь покажет, какое-то направление, да, с которым можно видеть свое будущее, какие-то совместные планы строить, в том числе и рождение детей, и брак, ну и так далее, да. То есть, в принципе, он вас видит глазами, знаете, скажем так, женщины, которая, ну, как бы в долгую перспективу. То есть вы не женщина для него, с которой можно поиграться, повстречаться, там, пофлиртовать, как бы потом не ответить на сообщение. Нет, он понимает, что если он ответит на сообщение, то уж там придется отвечать навсегда. Ну, понимаете, ну да, но для него, я же говорю, для него вы все-таки очень соблазн. То есть эта игра стоит свеч. Он понимает, что это как бы ответственность, что нужно вкладываться, что в такую женщину нужно постоянно чем-то удивлять, с ней нужно определенным образом себя вести, себя подавать, как бы за собой следить, думать, что сказать, думать, как себя вести, то есть постоянно как бы быть в тонусе, вот, в тонусе. И при этом, понимаете, он понимает, что вот за такими эмоциями, которые у него возникают рядом с ним, потому что вот рядом с вами у него возникают эмоции, понимаете, он прям чувствует себя таким мужчиной с отцом, то есть он себя чувствует вот так же, как вы, у вас есть вот этот такой какой-то внутренний статус достоинства, вот это вот ощущение достоинства у него пробуждается с вами, потому что с другими женщинами у него может быть, знаете, как такое по легкости, он себя может и так себя вести, и так себя вести, и все это прокатывает, но с вами, понимаете, с вами не прокатывает. Поэтому вы в его глазах, как бы, понимаете, вы в его такой, знаете, бриллиантик. Вот, вот у меня карта яд идет, понимаете, месть. Но он понимает, что вот с вами игры плохи, что ваша мысль, вас обижать такую девушку, как вы, с сильной энергетикой нельзя. Поэтому он понимает, что шутки плохи. Вот какие-то там, знаете, как он с одной встречается, на другую смотрит, или не уделяет вам достаточно внимания, или даже если вы в браке, в отношениях, но он, как бы, знаете, пренебрегает какими-то вашими договоренностями или ожиданиями, и расстраивает вас. То есть он понимает, что шутки плохо, вы ему жизни ему не дадите, то есть ему не будет покоя. Даже если это будет не от вас, то Вселенная, как понимаете, ему тут же начнет обратки давать по финансам, по каким-то другим ситуациям. То есть с такой женщиной, понимаете, если же начинать отношения, то или с ней как бы выстраивать отношения, брать ее в жены, то это, как бы, знаете, игра ва-банк по-крупному. Ну, опоздание. Ну, понимаете, вот эта карта приходит, да, снова, да, то есть она, понимаете, что он понимает, что здесь с этой женщиной как бы нужно идти на опережение, то есть ты чуть-чуть как бы опоздал, все, отношения уже сходят на нет, они как бы, как сказать, отношения уже теряют какой-то вектор, то есть ему как будто бы нужно идти на какое-то опережение постоянно, делать какие-то, знаете, шаги, то есть ему нужно быть в тонусе, ну вот да, постоянно идет вот этот тонус, как-то ему нужно думать, вкладываться. Короче, нужно вкладываться в отношения, потому что шантаж идет карта. Ну вот я же говорю, что если он совершает с вами какие-то ошибки, пренебрегает вами, расстраивает вас, ему тут же прилетает. Поэтому с вами, к сожалению, к счастью для него, он не может, знаете, вот просто как-то вот просто жить, не думая, не размышляя. Вот. Поэтому вот такая вот ситуация. Так, давайте дальше смотреть. Давайте дальше смотреть вы его глазами. Дальше его смотреть вы его глазами. Какой он вас видит, какой он вас чувствует. Хочу еще хорошо так перемешать. Хочу на него настроиться. Самолюбование. Но понимаете, вы в его глазах действительно женщина, которая знает себе цену. Я это повторяю по кругу, потому что вы не только знаете себе цену, вы, скажем так, знаете, когда вот вы с ним общаетесь, он в вас узнает себя, потому что то, как он, может быть, общается с другими женщинами, так вы общаетесь с ним. То есть, возможно, другие женщины смотрят на него с восхищением, с умилением, у него невероятная самооценка. Понимаете, такая даже на уровне с нарциссом таким, знаете, вот он себя. Но с вами это вообще, это вы. Вот в ваших отношениях с ним он
уже узнает себя, что вот так, как он себя ведет с другими женщинами, как они им восхищаются, так же ему с вами нужно себя вести. Ему теперь нужно вами восхищаться, чтобы эти отношения были, чтобы как бы привлекать ваше внимание. Очень интересно. Пишите в комментариях, как у вас резонирует, что отыгрывается, что вам близко. Может быть, узнали своего мужчину. Так, дальше давайте посмотрим, что он думает о вас прямо сейчас. Ну, понимаете, сейчас, мне кажется, вот у вас такой момент, и не зря вы нажали на этот расклад, потому что, возможно, или на расстоянии, или дистанция, или какая-то ссора, недопонимание. То есть в отношениях есть какие-то, скажем так, паузы, недомолвки, какие-то неясности, поэтому вам, собственно, интересно, что он думает. И на самом деле, вот я вижу из этой карты, из потока, что его, хотя вы смотрите этот расклад, вас тревожит, но его, вот эта пауза или этот холод, или какое-то расстояние между вами, может быть, даже вы в разных городах или странах находитесь, а может быть, кто-то там как-то по каким-то другим причинам, да, есть какое-то такое состояние разделенности, то его это тревожит гораздо больше, чем вас. Вы смотрите расклад, но его это тревожит больше. Ну вот, понимаете, да, его это тревожит больше гораздо. То есть вы как бы, вы хозяйка положения. Хотя сейчас есть такой вот холод, понимаете. Ну вот, видите, все карты выходят вот в этом раскладе. Вот видите, подкаблучник, сидеть на шее. То есть как ни крути, он во всех положениях. Вы рядом, вы в ссоре, вы на отдалении, вы вот как бы любое взаимодействие с вами, оно, понимаете, все ведет к тому, что он становится в позицию подкаблучника, должен падать на колени, должен за вами как бы бегать, должен как бы сажать вас на шею, баловать вас как принцессу, потому что если этого нету, с вами другое не работает. Вот такая вы женщина, понимаете? Это, конечно, очень интересно. Где там эти карты, подкаблучник, вот прям вот так вот, вот так вот посмотрите, зафиксируйте ваше состояние и узнаете себя. Как вы этим мужчиной, как вы им играете, как он у вас, где он у вас, вернее, где вы у него, на шее сидите, видите? Но это все, конечно, в образно, да, то есть вы должны понять, что это в эмоциональном плане, да, как это происходит. Ну, давайте еще посмотрим, пару карт еще вытащим. Что он думает о вас прямо сейчас. Ну, понимаете, он думает, что вас нужно практически как ребенка баловать. То есть он понимает, что вот с такой принцессой, как вы, ее нужно постоянно сажать себе на шею, ее нужно все время удивлять, с вами нужно все время взаимодействовать. То есть вы в его глазах как бы женщина, которая требует постоянно в отношениях каких-то новых, не знаю, там, приключений, новых эмоций. И он понимает, что ему нужно вам давать это, знаете, постоянно. То есть это не так, что мы так поухаживались, повстречались, или мы как-то так, и потом все, да. То есть есть женщины, которые могут так жить спокойно, да, то есть их завоевали, и они себе так спокойно живут. Нет, у вас такое ощущение, что вас нужно баловать, завоевывать как бы постоянно, вот. Ну вот, видите, выходит алкоголизм. Ну, на самом деле, здесь это выходит, понимаете, он не от вас пьян, немножко другой выходит, да. Почему выходит? Потому что его на самом деле это иногда сводит с ума. То есть он иногда знаете, до какого-то, вот он просто сходит с ума от того, какая вы и как с вами совладать, то есть он вообще не понимает, он не может вас постичь. То есть вы для него какой-то вот такой, знаете, как на уровне помешательства где-то. То есть он реально, вы сводите его с ума. Я же говорю, что я когда начинала расклад, у меня вот такое вот шло. Вот вы как опьянение, вы его опьяняете своим состоянием и вашей энергией, и тем, как с вами нужно взаимодействовать, и тем, как ваши отношения как бы складываются, у него это вот сродни, как он выпил, да, и он как бы вот в таком состоянии, понимаете, немножко ватном. Вот, то есть у него ваши отношения, они, как бы, понимаете, все его устои, все его привычные представления о том, какие женщины рушат. То есть вы нетипичная женщина для него, и все его какие-то, знаете, привычные модели поведения, восприятия, все, что он обычно думает о других женщинах или думал, с вами не работает. То есть это все какое-то вне шаблона. То есть его все шаблоны рушатся, понимаете? Но, видите, судьба, то есть он как бы видит, сваха, судьба, понимаете, вас свела судьба. То есть
эти отношения, он понимает, что это судьбоносно. То есть это то, что как бы пришло в жизнь, и от этого никуда не деться. Понимаете, вот ваши пути сведены, соединены, как-то вот так вот карту, да, вы видите, я не могу это понять, видно свет, не видно. Вот, видите, очень красивая карта, то есть чувственная, ваши судьбы сплетены, понимаете, и вы как будто бы вот непонятно, куда от этого деться. Он никуда не может от этого деться, то есть вас друг к другу влечет, магнитит, то есть вы люди друг другу по судьбе. Что тут у нас выпрыгнуло? Ожидание. Ожидание, опять сидит на шее. Ожидание, мезальянс сидит на шее. Ну, понимаете, да, он действительно так вот, это для него сложно. Ваши отношения иногда для него сложно. И вы смотрите этот расклад, потому что вы понимаете, не так однозначно, он когда-то сближается, когда-то отдаляется, когда-то он вот так вот готов вас на шею садить, потом вот какая-то такая ситуация, потом какая-то такая ситуация, печаль. То есть все как-то меняется, потому что вы такая, вы нетипичная. Понимаете, вот он привык с женщинами вот так вот, понимаете, со всеми одинаково обращаться. И женщины ему все покорялись, а вы ему не покоряетесь. Он вас не может как бы постичь, понять до конца. Поэтому, не знаю, может быть, вы замужем за таким человеком, и у вас такие отношения, знаете, как это, то так, и он уже не знает, как там с вами заводить. Даже причем я вижу, что это могут быть долгие браки у многих. У кого-то начинаются отношения, но мужчины, понимаете, все мужчины, они как бы без ума от вас. Вы для них женщина, с которой он действительно хочет, видит, и ему интересно иметь какие-то, ну, прям связь, понимаете. Здесь это не только про брак, здесь про то, что мужчина видит в этих отношениях глубину, интересы, какое-то продолжение. То есть ему это продолжение однозначно интересно. Он думает о том, чтобы это продолжение было. Даже если вы в браке, я же говорю, даже если вы в браке, он все еще пытается как бы вас будто бы завоевать. А если вы только начинающиеся отношения, даже вы только-только знакомитесь, то есть как бы мужчина, я же говорю, он ошарашен, он как бы опьянен. Он рядом с вами просто, понимаете, в зачаточном таком положении, потому что ему нужно себя как мужчину открывать заново. Все его старые шаблоны не работают. Не работает. Ну, я же говорю, все его стереотипы, все его модели, все, что он привык об отношениях, как он раньше их строил, или что он видел в детстве, или что он видел у других, не работает. То есть здесь все по-другому. С вами все по-другому. Поэтому вы его глазами просто женщина с большой буквы. Понимаете, все большие буквы для него. То есть женщина очаровательная, женщина, именно вот, понимаете, женщина, с которой, ну, понимаете, которая его пробуждает, которая его заводит, которая его возбуждает, с которой вообще все классно, понимаете, ради которой хочется жить, действовать, меняться. Вот, вы женщина, ради которой в его глазах женщина, ради которой хочется что-то делать, меняться, совершать подвиги, как бы менять свое какое-то поведение, что-то пробовать новое. Вот, очень интересно. Какой сегодня расклад. Давайте спросим теперь у карт, может быть, какой-то совет вам, что вам делать с таким мужчиной вообще в этих отношениях. Какой вам карты дадут совет, какой поток нам сегодня придет. На совет давайте посмотрим. Опоздание, совет. Ну, видите, совет, что вам совет такой, что если мужчина не дотягивает, понимаете, этот или какой-то, то вам придет другой мужчина, понимаете, к вам будет очередь, потому что, как мы начали расклад, вы женщина с вкусной энергией, соблазнительная, поэтому мужчины будут к вам в любом случае приходить, не один, то к другой, поэтому вам нужно, понимаете, вот знать себе эту цену и не взваливать на себя те отношения, где мужчина не может вас потянуть. Вот вам совет. Поэтому тем, у кого только начинаются отношения, это очень хорошая подсказка. Понимаете, потому что очень часто отношения начинаются по страсти, по такой романтике, вы не задумываетесь, да, а потом вы понимаете, что вы сами, в общем-то, вошли в отношения, в которых мужчина на пределе своих возможностей, для него постоянное ощущение стресса. Вот, поэтому вы смотрите, то есть вам нужно спокойненько эти отношения начинать, без вот, вам совет не прыгать сразу, скажем так, в карьер. Немножечко, так сказать, дать человеку проявиться, посмотреть,
чтобы он тоже сам для себя понял, какая вы, оценил вас до конца, да, потому что, видите, потеря, потому что можно потерять, собственно, бойца во время переправы, потому что вы действительно женщина для каждого, и в его глазах вы, как мы уже сказали, роковая женщина, вот, и вот надо, чтобы все-таки вы его не потеряли, не потерял он там, знаете, где-то сознание от этих, от жизни с вами, вот. Ну, давайте последнюю карту совет. Совет. Сейчас хорошенько перемешаем, прям из серединочки какой-нибудь вытащу. Ну, из торца выходит. Вам совет, понимаете, вот, чтобы вы ему все-таки сердце не разбили. Потому что, понимаете, если мужчина будет готов, то и он сможет вас как бы завоевать, понимаете, и быть для вас действительно тем мужчиной, который вас как бы тянет, понимаете, вот, то с этим мужчиной может быть очень хорошее, счастливое будущее, такие долгие отношения продолжительные, понимаете? То есть вы как родственные души соединитесь и, как бы, знаете, будете в унисон как бы жить. То есть это может быть очень интересная пара, поэтому вот такая вот вы на сегодняшний момент его глазами, поэтому не давайте мужчине, собственно, ваше сердце растоптать, не топчите его, как нам показывают карты. Ой, какая-то интересная карта, видите? Ну, то есть вам совет, что нужно продолжать быть немножечко такой недоступной, то есть, по сути, быть самой собой, быть женщиной с достоинством, которая, видите, она там читает, у нее свои дела, то есть со своими интересами, да, и видите, он где-то она там сидит, у него интерес, то есть у него возникает интерес к вам, понимаете, когда вы, собственно, живете своей жизнью, понимаете, когда есть какая-то таинственность. То есть вам такой совет немножечко, ну, скажем так, продолжать играть эту вашу игру, потому что, как оказывается, карты показывают, она работает. И у него это ваша такая легкая недоступность, очарование, оно вызывает желание с вами иметь серьезные отношения. Очень интересно. Но мужчина не слабого десятка, похоже. Давайте посмотрим. Да! Мужчина не слабого десятка. Я же говорю, что это тоже мужчина. Он же не просто к вам в жизни притянулся, потому что вы женщина, как там было с большой буквы, а он мужчина с большой буквы, понимаете? У него есть, как бы, так сказать, понимаете, чем вас взять. Ну и там тоже все звенит, то есть он серьезный человек, способный. Ну, понимаете, да, вы равны, вы, в принципе, можете на равных эти отношения выстраивать, то есть закладывать вместе этот фундамент, вместе работать, карты прям прыгают, спешат, потому что вот что-то он еще хочет вам сказать напоследок, давайте посмотрим. Именно не поток, не карты, а ваш мужчина хочет что-то вам передать. Давайте посмотрим, какое послание он вам хочет передать напоследок. Ну, он говорит, видите, что все-таки ты, когда в таком состоянии, а я к тебе своими эмоциями, ну, все-таки проявляй, благодарите. Ну, как бы не будьте прям совсем такой снежной королевой, а включайтесь все-таки в взаимоотношения, то есть, как сказать, ну, в хорошем смысле стимулируйте мужчину для того, чтобы и благодарить его, будьте собой, проявляйте эту теплоту. То есть не уходите в это состояние холодности, отстраненности надолго, потому что, видите, это может немножечко портить отношения. В общем-то, он вам говорит, что ну не будь такой. Я знаю, что ты можешь быть другой. Да, и тогда у нас будет с тобой гармония. Понимаете, ну, в общем, очень классный расклад. Видите, вот он мужчина во всех смыслах, то есть он такой, знаете, вот готов с вами в долгую идти, вот, если правильно и вы, и он будете себя вести. Ну, такой сегодня интересный расклад. Такой сегодня интересный расклад для вас. С вами была Ева, ясновидящая, целитель, мастер рейки. Я работаю уже очень много лет в практиках, больше 15 лет. Провожу индивидуальные консультации, расклады. На тему отношений у меня очень много видео на канале. Переходите по плейлистам, переходите по ссылочкам. Очень много шортсов и видео. Оставляйте ваши комментарии обязательно. Сегодня был один вариант для всех. Может быть, вы себя узнали, пишите, как это у вас резонировало, какая-то часть, может быть, срезонировала, расклад общий. Берите для себя самое важное. Ну, очень буду рада вашим лайкам и подпискам, если вам понравился этот расклад, и понравилась я, и вам хочется сюда вернуться снова. Но я с вами прощаюсь. С вами была Ева с таким вот прекрасным видом для вас сегодня. Пока!